ну что, Саша, Эмма, привет. Привет. Расскажите, пожалуйста, сначала немножко о себе. Саша, расскажи буквально в паре слов, что ты делаешь, чем занимаешься. Так, я иллюстратор, художница и комиксы свои выпускаю, книжки. Сейчас учусь на магистратуре здесь в университете в Лиссабоне. И недавно с Эммой мы сделали совместный проект, выставку. Вот. Супер. Эм, о себе пару слов. Я визуальный художница, иллюстраторка, и тоже иногда я делаю комиксы, но я в общем тоже разное всякое делаю. Прикольно. Кстати, отойдем немножко от темы. Вам комфортно, когда феминитивы используются, или привычнее художник, иллюстратор? Мне просто скорее от того, как это звучит, иногда мне это нравится, иногда нет, и я спокойно могу сказать, что я просто иллюстратор. Вот. То есть нет у меня насчет этого какой-то жесткой позиции, да. А мне кажется, мне нравится обычный вариант художник, иллюстратор, но я теперь заметила, что я боюсь так говорить, чтобы кого-то другого не оскорбить. Не говорю ли я неуважительно, да, сейчас? Но даже когда про себя почему-то говорю, я думаю, боже мой, сейчас на меня женщины ополчатся. У меня было, меня один раз, да, я один раз написала также, типа художница, иллюстратор, комиксистка, и мне прилетело, типа, почему я в разных написала. Да, некоторые прям серьезно, короче, к этому относятся. В суровые времена живем. Так, ну ладно, давайте, наверное, да, про выставку. Как все началось и вообще в какой момент вам двоим пришла идея, что вот вы познакомились, да, вы обе художницы, иллюстраторки, и бабам дали выставку? В общем, мы обе из России, но познакомились уже здесь, в Лиссабоне. Мы вот эмигрировали в Лиссабон. Я чуть раньше, а Саша чуть позже. И мы познакомились случайно. Я была на нее подписана в Инстаграме долгое время, ну, несколько месяцев, и мне очень нравилось ее творчество. И я не знала, что она в Лиссабоне тоже. И потом я ехала в автобусе из школы домой, художественной школы, и увидела ее на улице. Я решила написать ей вот и пригласить ее на drawing session, который я организовывала тогда у себя дома каждую неделю. И вот Саша мне ответила, и они пришли вот с мужем, с Лешей, и как-то мы подружились, да? Да? Да, было. И, ну, как бы, понятное дело, мне всегда нравилось Сашино творчество, но тут еще Саше, кажется, тоже мое творчество понравилось, и нам стало интересно друг с другом не просто проводить время, но и именно рисовать. И мы поняли сразу, что нам есть чему друг у друга поучиться. Я помню, что когда я пришла на первую, я пришла на первую встречу, увидела, как Эмма смело работает разными материалами, а я тогда рисовала только ручкой, и мне сразу, вот я помню, что мне сразу захотелось тоже как-то быть более смелой, экспериментов снова. Вот, и я на тот момент купила гуашь, и я помню, что я 1 или 2 пленэра сходила сама, по-моему, порисовать. И Эмма быстро отреагировала, что ей тоже это интересно, и что она бы тоже хотела присоединиться, и я только как бы радовала, только с радостью. И все, и мы договорились о первой встрече, пошли на наш первый пленэр, и Эмма буквально сразу же закинула идею, что нам надо что-то делать. Вот, и я поддержала, загорелась, и мы на первом же пленэре, на первой же нашей встрече, мы пошли в центр города и рисовали фонтаны Россио, потому что мы не знали, куда пойти. Эмма хоть и была подольше в Лиссабоне, но тоже как будто бы, да, так мало занималась исследованием самого города, и мы такие, куда пойдем? В центр города. Вот, и сели там в кафешке напротив прям фонтана, рисовали и уже обсуждали, как круто было бы сделать выставку, дали себе год. И я недавно пересматривала рилс, где реально даже этот рилс есть, где мы такие, вот, мы собрались с Эммой, мы придумали сделать выставку, и я такая, капец, мы такое реально озвучили, придумали и сделали. Да. Прикольно. Но вот сама идея выставки, она сразу пришла в голову, да, что вот Лиссабон разными глазами, или она как-то потом трансформировалась по ходу дела? Мне кажется, сразу, то есть мы потом, не было четко сформулировано это, как сейчас, конечно, но вообще-то все было придумано за 1 секунду. Может быть, не было темы какой-то четкой, что мы все-таки метались и пытались
наложить на наши пленеры какой-то глубокий, не знаю, глубокую идею, глубокий смысл, и мы все время ходили, обсуждали, например, что может нам стоит писать заметки, какие чувства мы испытываем, О, да, мы у нас был рисуем. такой период. Да. Потом мы такие, мы должны рефлексировать над работами друг друга. Потом это ни к чему не приводило, и мы такие, давай просто пока продолжать рисовать, а там посмотрим. Ну, короче, попытки были, да, но, если честно, мы просто обе, мне кажется, получали удовольствие именно от наших пленеров, и цель такая далекая мотивировала, чтобы, ну, именно продолжать. А помимо того, что у вас получалось многому друг другу как-то учиться, да, вдохновляться, что еще думаете, послужило тому, что вот вы именно вместе решили сделать эту выставку? Какой еще был движущий фактор? Мне кажется, у нас в этом проекте не было такого, чтобы был лидер. Ну, то есть мы прямо 50 на 50 вкладывались, и мне кажется, это так редко. То есть сколько проектов, ну, не только творческих, а любых, я делала с людьми, с другими, и в партнерстве, ну, вдвоем. Это очень редко, когда вот 50 на 50. Всегда кто-то больше этого хочет и как бы главный. И все время пушит другого. То есть мы обе были готовы к этой идее, что мы хотим выставку, и мне кажется, нам обоим это так вот в этот конкретный момент времени подходило, что мы, ну, типа, искренне, действительно, как бы нам, не знаю, иногда там тяжело, или какие-то у нас проекты отвлекали, мы все время старались такие, помнишь, мы же хотели, и мы такие, да, я тоже хотела, ну, типа, как будто бы искренне, да, то есть к одной цели шли, поэтому это все как-то достаточно, мне кажется, все, ну, типа, легко и натурально было, вот, и в общении там с Эммой, и то, как мы ходили на пленеры, и выбирали места, и... То есть, не знаю, мне вообще как бы тяжело не было, и каждый раз вот я классно проводила время. То есть я могу сказать, что просто во время пленеров, да, даже если бы, мне кажется, выставка не прошла, мы тоже с Эммой обсуждали, что я многому за этот год научилась, и я уже, типа, была, что, ну, у меня было много классных дней, я только эмигрировала, и мне было сложно, типа, у меня не было там, ну, друзей, я город не знала, а вот такие наши встречи там раз в неделю я всегда, ну, типа, была супер благодарна и рада. Круто. То есть, получается, общее желание, да, большое сделать выставку и взаимный интерес в друг друге, в творчестве друг друга, да, в компании, они вот дали такой, получается, плодотворный Ну да, результат. Мы все время, типа, мы много разговаривали, пока рисовали, после там часто шли пить кофеек, мне нравилось там в том числе самое время проводить, я считала ее очень интересной, вот, и... Я тоже. Мы любим друг друга. Класс. Давайте тогда поподробнее про вашу работу в паре, да, как вы ее организовали, было ли такое, что вы конкретно распределяли роли и задачи между собой, или это было больше спонтанно? Мы обговорили, сколько раз в неделю нам комфортно общаться, мы сразу договорились, что это будет раз в неделю. Мне кажется, я обладаю такой чертой, что мне нужно все и сразу, и вот мне кажется, мы вот в этом друг друга, как бы, как это сказать, балансируем, потому что я такая, давай будем ходить, я не знаю, я уверена, что я, наверное, сказала 2 минимум, а то и 5 раз в неделю, и сделаем это через месяц, а Эмма такая, нет, мы будем типа раз в год, и через год, спокойно. Ну да, получается, были распределены обязанности 50 на 50. Ну, выбор места, что еще. Вот когда уже был поиск галереи, вот это все, договор с галереей, да, контакт через email, вот это все. Ну, было как-то все тоже очень органично, то есть, ну, у меня, наверное, мне полегче писать на английском тексты, поэтому я больше текстами занималась. Саша карту рисовала с отметками всех мест, где мы рисовали, да. Я плохо это делаю, ну вот, дизайн, а Саша магистратур. Магистрка дизайна. Типа обе тоже занимались тем, что мы можем сделать и у кого попросить, чтобы нас порекомендовали. То есть это тоже было как-то в равной степени. И мы такие, вот, я написала учителю, он порекомендовал в эту галерею. Я такая, у меня тоже. Вот, ну типа нам, я говорю, опять, так как обоим это было супер интересно, и мы проделали огромную работу, вот, мы просто, да, может быть, я пыталась на Эмму где-нибудь взвалить, где, да, тексты, я такая, мне это чуть сложнее дается, я такая, Эмма, отправишь, пожалуйста, а я там что-нибудь другое сделаю, вот. Ну, как-то получалось органично, то есть я помню, что когда я чувствовала, что сейчас я делаю как-то больше, чем Саша, как-то потом Саша, ну, мы чувствуем друг друга, то есть Саша
следующий раз она уже даже берет на себя инициативу, нету вопроса, кто эту следующую задачу делает, выполняет. Это Саша. Ну, мы как-то такие все время, как весы были примерно. Вы чувствовали, да, что окей, если сейчас кто-то работает чуть больше, значит, следующие какие-то задачи, активности, да, я могу точно включиться. Да. Круто. А были ли какие-то конфликты, может быть, или просто недопонимания, сложности в общении? Давайте. Немного. Совсем капелюшечные. Ну, иногда, мне кажется, особенно про места, когда в самом начале, помнишь? Да, но это, я не знаю, не могу назвать это конфликтом, я просто помню, что я боролась с собственными, наверное, как это сказать, то есть я давно не была художницей, не выходила на пленеры, и Эмма для меня была такой сразу, как это, типа смелой, может быть, и выбирала места, вот я тоже на выставке это рассказывала, что выбирала места в зависимости от того, заслуживает ли этого вид. То есть, а я выбирала места, если там вокруг комфорт. То есть, если там есть стул, стол, и свет не, солнышко не светит, то можно вид подобрать. А Эмма такая была, что вот мы ходили, рисовали, например, на ЖД-станцию, сидели на холодном полу, шел дождь, и, мы были под крышкой, но все равно это было, типа, некомфортно, мне не на чем было сидеть, там, и я прям первое время сопротивлялась, но я открыто делилась с Эммой, что мне супер некомфортно, вот, но я ему все время такая, давай уйдем, хочешь уйдем? Я такая, нет, мы сидим, типа, мне некомфортно, но ничего страшного. Я в первое время мы там часами ходили, искали Сашу, я понимаю, Саша уже была готова меня убить, чуть-чуть, а я просто, я смотрю, и я думаю, что-то не то, и Саша уже думала, господи. Но с другой стороны, я просто каждый раз старалась такая, да что с ней такое? Ну и вот, мне кажется, да, я пыталась, типа, посмотреть как бы твоими глазами, и вот что-то самое интересное, что каждый раз, когда я возвращалась домой, и когда мы 3 часа искали место, это реально каждый раз было круто, типа, результат, который я видела на бумаге, я, типа, начинала как бы потихоньку понимать, не знаю, типа, Эммино мышление и все такое, и сама уже скорее учиться, что тоже быть более внимательной к местам, а вот, все. Типа... И мы нашли решение это в итоге. Потом мы решили, вместо того, чтобы каждый раз встречаться в каком-то районе и просто искать, мы договорились, что каждый заранее находит место. И это было круто. Круто решение, по-моему, это Сашина идея. Круто, да. Ну да, то есть это мы потом пришли попозже, что если я хотела в парк, Эмма, например, не любит там деревья рисовать, а я хотела в парк, все, там Эмма идет. Эмма любит, не знаю, мосты, дырки и бетон, и я такая, ну ладно. Хорошо. Да. А потом, мне кажется, чем дальше, тем я уже такая, да вот, посреди трассы. Да, стала придавать такие бешеные места, я стала удивляться. Да, мне надо время, типа, а потом я все, я уже сама такая, вот тут вот на солнце, мимо машин, мне нравится. Да. Прикольно, то есть в процессе, да, вы обе были открыты к тому, чтобы пробовать смотреть на мир глазами другого человека, и в итоге нашли решение, которое обеих устраивало, так, чтобы не беситься, да, и постоянно не чувствовать, что там виноватой, да, себя или какой-то... И еще было прикольно, когда я начала понимать Сашин вкус, и я стала искать места для нее, а Саша начала искать места для меня. Да, я такая, вот здесь есть проем. Прикольно. И было пару моментов, когда совершенно я приходила, и я такая... Это мое место, да? Это же мое место. Есть ли какие-то мысли, вот если бы пришлось охарактеризовать друг друга самыми яркими качествами, которые вы в друг друге находите, уважаете, вдохновляетесь? Во-первых, она очень уверенная в себе. Я постоянно в себе сомневаюсь, я такая, цена маленькая, работаю плохо. Эмма просто такая, ты что, мы работали год, ты очень крутая, ты заслуживаешь этих денег. И я такая, господи, откуда в тебе такая уверенность? Я все время себя принижаю, сомневаюсь. Эмма просто, в каких бы вообще обстоятельствах ни находилась, уверена в себе, идет по своей уверенной дорожке, и я вижу, как у нее получается, как реально круто складывается, как будто, я думаю, что типа Эмма видит свой путь, и как бы и она ему следует, вот, как бы не отклоняясь. Ну и вот эта идея тоже, это Эмма предложила сразу выставку. Я человек, как бы тоже
мне кажется, я легко вдохновляюсь, типа, классными идеями ничего не вдохновляться, и тоже как бы поддерживаю, но скажу ли, типа, верила ли я тоже не могу сказать. Вот, я как бы надеялась, знаешь, такая... Но чтобы вот я такая, да, через год 100%, не знаю, мне кажется... Да, ты не верила? Ну да, мне кажется, я надеялась. Мне кажется, у меня скорее другое качество, я надеюсь, что получится. А ты, мне кажется, ты такая, все будет. Да. Ну, у меня была, наверное, не надежда, а вера. Вот, ну да. Там есть разница, наверное. Да. Мне кажется, ты задумала, а ты уже такая, ну это осуществимо, а я такая, надеюсь, получится. Ну, у Саши, ну, как бы гениальный художник, писца. Ну, в смысле, правда, без, ну, конечно, люди любят разбрасываться с этим словом. Правда, очень восхищаюсь, и все, что Саша делает, и вот это более такая живописная какая-то сторона Саши. Но вот что бы она не делала творчески, вот все отлично. Мне очень нравится. И комиксы какие потрясающие, и книжки эти, и гайды, ну все, и рилсы, ну тоже. Вот. Ну еще, наверное, такая какая-то прагматичность, не знаю, ответственность, прагматичность, что-то такое. И пунктуальность туда же. Ну, надежный человек, что сказать. Ну, очень важное качество в партнере, да, в чем бы то ни было партнере. Прекрасно. Вообще такое тепло чувствуется от вас по отношению друг к другу. Мне кажется, вообще это очень ценно, залог успеха. Так, давайте тогда теперь о галерее. Вот, собственно, несколько месяцев, я так предполагаю, да, вы уже рисуете, и встает вопрос о том, что где будет, собственно, наша выставка. Как шел процесс? Как Мы, мне кажется, затянули, наверное, с этим, потому что мы забыли, что у галереи тоже есть планы, а не только как только мы их напишем. Да. И мы, получается, начали в конце января, по-моему, 2020 какого-то года, 4-го. Давайте еще раз по датам, да, тогда, когда вы начали примерно рисовать. В конце рисовать? января 2024 мы вышли на первый пленэр и придумали нашу выставку. И подумали, вот через год, то есть январь-февраль, она осуществится. И мне кажется, я не помню, по-моему, в декабре только. За пару месяцев или до в нашего ноябре. условного дедлайна, Ну нет, да? не за... Ну нет. А когда? Ну как же? Нет, конечно. Уже осенью мы поняли, что все. Пора искать. Мне кажется, надо поднять, но мне кажется, что-то было прям поздно. Ну ладно. Может, ноябрь. Ну я просто не согласна с тем, что мы не знали или забыли, что у галереи тоже есть. Ну ладно, я забыла. Просто в моем понимании было так, что, ну, я никогда не организовывала выставку, но я чувствовала себя немножко ответственной перед Сашей, как будто бы я должна, ну, как будто бы я сейчас я это сделаю. Ну, не знаю, когда я этой идеей поделилась с Сашей, Саша такая, типа, что? Ну, я не помню, что-то типа, вау, ну как? И я ей сказала, что, типа, Изи. ну, типа, да, разберемся, да там, я знаю, там эти галереи, как они работают. Вот, но почему-то у меня в голове была какая-то вот это слово было полгода, что вот, нет, половина. Я почему-то была у меня такая установка в голове, что нам нужно сделать половину работ. Все, я вспомнила, да, работу. И как только у нас будет вот половина, то есть 26 работ, можно искать галерею. нужно посылать заявки. Ну, чтобы было что отправить. Да. Но это при этом неправильное решение. Ты думаешь, почему? Потому что, как оказалось, у галерей, у прикольных, waiting list бывает годы. То есть и галереи важнее в заявке не чтобы у тебя было много работ, а чтобы у тебя была сформулированная идея, портфолио, резюме, вот это все, CV, да. То есть они вот на это смотрят, и они планируют выставки очень заранее. То есть, если бы вы делали это снова, вы бы сделали совершенно по-другому. Как будто бы можно было бы, да, чуть ли не в январе-феврале уже подавать заявку, хорошо подумать, сформулировать идею, да, и сразу попробовать рассылать, смотреть на интерес, и тогда было бы уже не страшно как раз, и вдохновляло бы это, ну, то есть сразу понятная дата, например, что в этой галерее через год нас ждут, через полгода ждут половину наших работ, ну, типа, да. вот. Но мы, ну, я не знала
мало. Я с этим никогда не работала, тем более новая страна, мы тоже как бы... Я говорю, я в эту идею изначально как бы надеялась, все шаги делала, да, но получится ли, вот. Да, значит, как вообще выстраивается путь? Вот я решила, что хочу делать выставку, да, в идеале, конечно, я пишу заранее галереи, но в вашем случае вот у вас уже даже есть какие-то работы. Какие шаги предпринимали дальше? Ну, нужно описание идеи выставки, да, название, описание идеи. И, конечно, ну, мне кажется, они очень любят такой язык довольно сложно сочиненный. Ну, да, то есть не просто типа хочу сделать выставку, там мы будем пейзажи рисовать. Красивые картинки. Вот так рисую. Ну, то есть, понятно, надо как-то сформулировать четко, да, свои мысли. Ну да, и как бы чем глубже, тем лучше. Ну, то есть вот мы описали идею, как мы это видим, потом нужно еще задать вопрос типа, а почему? И потом вот получается еще глубже, и потом, а почему вот это? И пока там не достигнешь ядра земли. Вот, и это любят галереи. Ну да, мы ходили, тоже, я помню, встречались тогда, докапывались, что мы хотели сказать, и как бы это поглубже звучало. Но все это облечь словами, например, мне вот очень сложно. Да, это сложно. Вам будет комфортно поделиться примером заявки, которую вы отправляли? Да. То есть первый шаг, да, это вообще сформулировать свое предложение, да, можно, наверное, даже так это назвать, ценность. Да, ой, Эмма с этим опять, вот это вещи, которые, да, с Эммой справлялась лучше, мне кажется, я люблю более простые формы, вещи, я даже, возможно, все немного, ну, не обесцениваю, но я, наверное, намеренно упрощаю. И вот этот мир искусства, он как будто бы больше про что это? Про духовное, возвышенное, ну, чувственное. Ну да, но это overthinking. Да. А я вот этим, например, мы отличаемся, и мне кажется, я бы, если бы и не Эмма, то мне кажется, я люблю все упрощать, и я бы чуть ли не вот так написала. Типа такая, это я, вот мое портфолио. И Эмма все время такая, Саш. И я такая, ладно, все хорошо, давай, думаем, копаемся. То есть, мне кажется, вот на каких-то вот таких этапах Эмма мне сильно помогала, учила, что нужно там, серьезнее быть, серьезнее звучать, глубже докапываться, вот, потому что типа не надо все упрощать, вот. Сколько заявок вы отправили в галерею? Я бы сказала где-то 5, но я не помню. Звучит очень мало. Да, как будто не так много. Да, но я помню, опять, что вот Эмма проходила мимо одной галереи, она вообще чуть ли не сразу такая, мы вот сюда. Да, я туда целилась. Да, и мы даже не рассматривали другие. А потом, потихонечку, когда мы стали просить на одним из этапов, когда нам вот в этой галерее, по-моему, не ответили, или они же ничего не ответили? Нет. Вот это ваши, в которую вы целились, да? Мы стали такие, так, видимо, надо еще рассылать, еще думать. И я помню, что мы подумали о рекомендательных письмах, да, у наших преподавателей, профессоров. Вот. И в тот момент, когда, например, я спрашивала, Эмма спрашивала, мне несколько человек порекомендовали несколько галерей, которые мы заявки не отправляли, может быть, даже не думали. Вот. И мы еще после этого вот эту тинту нам тоже, мне, например, два препода порекомендовали, что они... Мне тоже. Интересно. Да, ну потому что они больше, видимо, следят вообще за жизнью галереи, и, например, посмотрели на нашу, ну, на мое портфолио, я, по-моему, им отсылала, и поняли, что вот эти работы иллюстративные больше подходят к этой галерее. Вот, и написали, за что им большое спасибо. Тоже я помню, что Анна в Тинте говорила, что вот Марта уже упоминала, типа, ну, что вот такие классные художницы, надо обратить на них внимание. Вот, так что да, получается, нацеленность была на одну, а потом мы опустились на землю и поняли, что нужно еще пробовать. То есть примерно 5 заявок отправили, и какие реакции были галерей? Никакие. Ну были там отказы какие-то. Отказы. Да. А как галереи отказывают? Они объясняют, почему? Я помню, мне кажется, какие-то слухи все время были. Я помню, что вот
у меня девочка, например, с футбола работала в галерее, и я через нее зашла. Типа она попросила, написала своей владелице, потом я написала снова письмо, и они ответили, по-моему, что, как всегда, в духе классная работа, классная идея, но, по-моему, нам не очень подходит. Мне кажется, как-то так написали. Да. Общими словами. Да. То есть не было, по-моему, заявок, чтобы они такие через год или какие-то даты, не было предложений никаких. Да, то есть скорее просто такие, спасибо, но... Ну, мы, кстати, вот хоть и отправили заявок, наверное, мне кажется, 6-7 в галерее, но мы много где ходили, спрашивали в галерее, и когда нам говорили, что, типа, у нас waiting list 2 года, мы просто туда и не отправляли, а так мы отправляли в 100. Поняла. Потому что, да, мы вот когда стали думать, когда хочется выставку, Эмма такая, я бы в феврале. Все, а это уже вот мы отправили 3 ноября, и у нас никаких 2 лет нет. У нас все в этом феврале. И мы такие стали думать, как вообще это возможно. Да, это был очень такой страшный момент. Да, вот давайте про него подробнее, да, вы начинаете отправлять заявки, и вам либо вообще не отвечают, либо приходят отказы. Как вы справились с чувством страха, да, безнадежности и так далее? Да, вот это был такой момент, да, очень сложный. Потому что все это время была такая вера, потому что все так как по маслу идет, это логический шаг вперед. Да, и тут я распереживалась особенно, ну потому что я как-то вот как будто подвожу и Сашу. Как будто твоя идея, да, ты все это затеяла. И как будто бы, что я себя возомнила, да, что это должно быть так просто. Интересно, да, это все очень валидные страхи, да, там самозванец подключается, ой, а вдруг я вообще бездарность и так далее. Как вот с этим работали, что помогало двигаться дальше? Ну, кстати, про бездарность у меня такого не откликается. Нет, ну то есть обычно да, но в этом случае вот это особенный проект тем, что этого не было, потому что я была с Сашей, извините, я думаю, ну, даже если я и бездарность, то как бы все равно мир должен увидеть вот ее половину. У меня, например, есть черта, что я, например, может, я и не верю, но надо это доделать, типа, каким-то способом. И мне кажется, типа, мы все время пытались друг друга, там, не знаю, успокоить, утешить, надо подождать, надо написать. Ну да, где-то там мы пропадали в неведении, а потом мы снова такие, надо снова что-то делать. И мне кажется, это просто вот упадок был 100%, ну, потому что мы столкнулись с реальностью, где не все как по маслу, не все быстро. Но при этом, типа, мы все время, мне кажется, все равно думали, что можем сделать, и мы такие, вот, мы можем написать преподам. Вот такие, я уже отправила там Фернандо Марте, а я уже тому написала, у меня был художник, я сейчас ему напишу. То есть мы начали вообще вспоминать, что мы можем сделать, как-то себе помочь. Вот, и что мы постоянно очень друг другом восхищались. Типа мы реально каждый раз рисуем, и такие, боже, у тебя гениально, нет у тебя, ты талант. И мне кажется, это тоже было, я просто приходила домой и такая, я талант. Я тоже. Типа, знаешь, прикольно. Круто. На этой взаимоподдержке, получается, вы не давали друг другу слиться, сдаться. Ну да, вот это, мне кажется, классная работа в паре, ну, мне вот очень помогала. Мне кажется, может быть, я бы одна, например, где-то сдалась и слилась. О, да, я тоже. Вот, а в паре ты как будто бы уже несешь ответственность не только за себя, и еще и за интересы другого человека. Вот. Ну, и ты хочешь, я хочу всегда счастливого финала, вот, поэтому мне это важно, наверное. И с работами тоже было такое несколько раз, ну, много раз, когда я начинала работу, вот мы на планере, я ее дома доделываю, и меня прям вообще она так отвратительная, я думаю, все, это конец. Нет, это неудача. И отправляю Саше, ну, как бы, потому что тоже чувство перед ней ответственности, типа, если я вот это неплохо сделаю, нам нужно будет еще раз идти на планер или там как-то, ну, понимаешь, мне нужно ее закончить. И она вот, как будто бы я ей отсылаю, типа, вот, как бы, вот, Саш, смотри, какое говно. Вот, я все, это все. Просто чтобы она увидела, убедилась, что тут уж вообще без вариантов. А она при этом видя работу. Саша мне, она мне говорила, это очень круто, такой потенциал, ты просто обязана это закончить. Вот, и я так смотрю на эту работу снова. Другими глазами. Я думаю, как
ну ладно. Может, не так и плохо, да? Ну, может, да, если там еще поковыряться, то, может, что-то из этого выйдет. И вот пара работ, которые мне сейчас больше всех нравятся, они вот эти работы и есть. Прикольно, Да. прикольно. Вау. Вдохновляет, конечно, ваш опыт, девчонки. Ну что, переходим к счастливой части. Как все-таки вам ответила галерея и согласилась? Как это было? Почему-то, этот этап немного, как будто бы в моей голове немного пропадает. Но Травмировали. я не знаю почему, да, но я помню, что нам назначили встречу, да? То есть нам сказали, что наш проект интересен, нам назначили встречу, мы взяли свои работы, и мы договорились встретиться чуть пораньше. Мы тогда в Макдональдсе сидели прямо рядом с галереей, обсуждали, что будем говорить. Да, и нарядились. Нарядились, да. И мы не знали ответа, нам ничего не сказали, просто сказали, назначили встречу. Мы подумали, хороший знак, но мы пошли, взволнованные, чуть-чуть подготовленные. Эмма больше разговаривала, потому что она просто увереннее. Но нас встретили, и я помню, что вообще сразу так тепло встретили. Сразу сказали, как им понравилась идея, как работа, ну, прежде всего идея, какие мы, не знаю, оригинальные, потрясающие. Нас просто вот так, не знаю, заобнимали и очень уважительно с нами разговаривали. И уже такие, ну что, и сразу сказали, типа, какие даты вам подходят. У нас предложили, какие у них есть. Даты были на тот момент не точные, но они явно заявили о своем желании, что они хотят с нами сотрудничать, и выставка это состоится. А это главное, что нам было назвать, и это в пределах было все равно полугода. Я помню, что предел был довольно большой, но это не год, не два. Вот. И я помню, что мы вышли, просто прыгали, скакали, визжали, и такие, типа, ну, чуть ли не все, это уже... Может сказать, ну да, и что, у меня, наверное, было ощущение, что чуть ли не проект закрылся, знаешь, типа все. Это был успех. Да, типа мы сделали. И при том, что, мне кажется, важно сказать, что эта галерея, я про нее слышала еще давно, то есть она всегда на слуху. Я помню, многие, не только у меня в школе, но и мои знакомые художники, где угодно, в музее, где у меня резиденция была. Вот эта тинта нужна всегда, она просто везде, вот она в воздухе, да, то есть это очень круто там именно. Это не просто какая-то рандомная галерея, где легко просто, сделать выставку, потому что такие галереи тоже есть. То есть вот, мне кажется, это важный момент, который хочется подчеркнуть. То есть, как бы, когда мы говорим, что была вера и надежда, да, что получится, и как мы радовались, да, блин, конечно, 150% мы бы сделали эту выставку в какой-то галерее, в каком-то винном баре, в каком-то подвале, на улице. Да это пожалуйста, господи. Но это вот опять, мне кажется, черта Эммы была. Потому что я чуть ли не уже такая, ну давай в Либерти, ну давай в Кофейне, много сделать. И Эмма такая каждый раз, Саша, типа... Не хорони нас еще, да? Ну да, я говорю, вот это вот умение верить. Ну, то есть я в этом на Эмму опиралась. Вот, потому что мне кажется, я была бы с выставкой в кофейне в итоге. Ну да, но вот именно вот почему был этот страх, почему вот эта вера во что и надежда, это было не вот в это. Не в просто... Ну, то есть есть галереи, где очень плохие выставки постоянно. Туда не хочется, понятное дело. Туда вообще легко попасть, и нас бы с руками оторвали. Но нет. Хотелось вот именно попасть туда, куда, нелегко попасть. И это был челлендж. Ну супер, у вас это получилось. Расскажите еще про галерею. Было ли такое, что вам пришлось идти на какой-то компромисс? Или вы ни о чем-то не могли договориться с организаторами галереи? Ну, был момент, когда что-то этот лыж стал возбухать. Переведет. Это лыж, это кто? Владелец. Владелец, ага. Там это пара, муж и жена. Вот, но он в какой-то момент, я не знаю, мне вообще показалось, что все это как-то он выпендриваться начал или что. Ну говори. Говори же. Но он в какой-то момент сказал, вот мы принесли 40 работ, да, там 42, 20 и 20. Ближе к дате выставки. Уже прям вообще почти договорились обо всем, да. Ну да. И в какой-то. Мы еще давно на берегу договаривались, 20 и 20. Был договор много месяцев назад.
И мы доделывали, спешили, чтобы было ровно 20 и 20, чуть больше. Вот, и тут он вдруг нам говорит за 2 недели до выставки, типа, сделайте каждый по списку, чтобы в нем было по 5 работ ваших, вот от самых, которые вам не жалко, исключить из выставки, вот, чтобы было 5 от каждой. То есть это, получается, в 3-4 раза меньше, чем изначально, да, договорились? Ну, минус 10, это в самом худшем случае. Вот, и я помню, Эмма такая, что все гениальные, мы не можем, да, избавиться. Я разозлилась. Как вы действовали? Ну, был диалог, ну, то есть он такой прям, напишите список, и я ему говорю, что? Ну, Эмма очень реагировала, да? Ну, вот так. И он... Анна, стоит сказать, что всегда очень поддерживала. Да. У них всегда еще между ними было такое, ну, противоборство. Потому что я так поняла, что Луиш, он такой перфекционист, и он... у него в голове была идея, что вот эти наше количество работ, потому что они достаточно большие, цветные, а пространство небольшое. И он подумал, что это будет как-то перегружать комнату, и, как всегда, мне со своей стороны кажется, что он как бы не со зла, но просто он занимается оформлением, и он, возможно, там визуально переживал, как это будет, там, не знаю, зрителю. Вот. Но Анна всегда была на стороне нас, художниц, которая понимала, что типа это наш труд годовой, и что нам каждая работа, мы типа уже сделали этот отбор. Да, это уже селекция. Да, мы уже какие-то работы мы оставили, не доделали, еще что-то. И она всю дорогу как бы была за нас, и с ним как бы вступала в конфликт, чтобы отстаивать какие-то наши интересы. Вот. Но да. Ну, в общем, был у вас диалог вместе с ним, да, получается? Да, но мы все-таки составили какой-то список, по-моему, там было 2 или 3 работы, да, и в итоге он все впихнул. Все впихнул. То есть, ну, у него такая черта какая-то есть, чтобы он такой, ничего не получится, а у девочки все получилось. Как будто бы, знаешь, на эмоциональных качелях покачать, чтобы мы в итоге такие, Спасибо. Да. Ну, это всегда тогда вы представляете одну сторону, у него свой интерес, и в любом случае будут какие-то несогласия друг с другом, это нормально. В целом, важно то, как вы выходите из этих. Стоит сказать, что они со своей стороны сделали, то есть, ну, вообще все максимально приятно, комфортно нам, заботливо. Мы не надеялись, мы думали, например, нужно ли нам покупать рамы. Мы, например, когда шли на встречу, мы даже не знали этого. Они такие, мы вам все предоставим рамы. Мы такие думаем, нужно выделить время для развески. Они такие, вы что, мы сами все развесим. И также, все это там паспорту, да. То есть вы финансово не вкладывались вообще? Не просто финансово, мы даже не физически, не финансово, не знаю никак. Мы даже не оформляли свои работы. Это был шок. Ну да. Они все взяли на себя. Все размеры, чертежи. Мы приходили, и они нам уже показывали, типа, вот так вот. Да, вот так получилось. Круто. И сделали очень хорошо, мне очень нравится, как все оформили. Да. И там и фуршет потрясающий. И тусить разрешили дольше, потому что у них галерея работала, по-моему, до 6, но они сказали, что когда открытие, можем там дольше. Они до 8 мы в итоге где-то были. И они все такие, боже, как здорово все прошло. Ну, то есть вообще дружелюбие. Я была окружена дружелюбием, заботой. Да, я тоже. Как вы договорились с ними по поводу их комиссии за ваши работы? Это было тяжело, сложно? Нет, кто это делал? Просто они сказали, что вот обычно мы берем 40%. Да. И вас это устроило? Да, но как бы мы, по сути, говорим им, называем им цену, которую мы хотим получить, сумму, да, и они потом добавляют свой этот процент. То есть нету такого, что мы говорим сумму, и они вычитают. Нет, то есть мы все равно получаем то, что мы хотим. Был диалог только, когда мы назначали цены, они такие говорили, возможно, это много, потому что с учетом налога это будет столько, и, например, на нашем опыте можем сказать, что навряд ли... Это Луиш говорил, говорил. Она была не согласна. Ну да. Но вот какие-то такие диалоги я помню, что мы разговаривали об этом. Мы в итоге немного сбавили, типа изначальной стоимости. Да. Поняла. И советы тем, кто хочет организовать выставку. Есть такая иллюзия, когда ты начинающий художник, мне кажется, что вот ты придешь куда-то, и вот что самое главное, это твои работы, да? Ну, как бы, типа, и ты придешь и вот так вот покажешь их, и такой, типа, Они все такие, вау! Да, умеет рисовать. Да, вот
и все такие, вау, мы берем, вот это гений. Но нет, вообще, насколько гений ты или нет, мир не так устроен. Ну реально, ну это obvious. Ну да, очень важно, как ты это все подашь. Да, мне кажется, да, первоначально всегда стоит идея, потом воплощение. Ты даже, мне кажется, как будто бы можешь, даже скажу, типа, не уметь рисовать, но если идея этого достойна, то это можно подумать, как это реализовать. Возможно, еще нужно быть популярным. Это тоже как из советов, и мне кажется, сейчас в такой вселенной живем, что, мне кажется, книжки выпускаются у тех, у кого есть какая-то своя база. Аудитория. Да, аудитория. Опять же, если у тебя может быть какой-нибудь классный блог на иностранном языке, то это просто возможность привлечь внимание. И сейчас, ну, типа, конкуренция высокая, все высокое, и как одна из возможностей, ну, то есть мне кажется, надо быть вот, типа, медийным, то есть это прям надо сейчас быть. Ну, не знаю. Да? Я не популярна. Ты популярна? Нет, ты медийная, но тут у тебя есть блог на английском языке, это достаточно работает. Немножко людей. Ну, я говорю просто это как альтернативный способ, типа, привлечь себе внимание. Я считаю, что сейчас это работает. Ну да, но мне кажется, в итоге... Это не главное. Это не решающий фактор. Нет, то есть вдруг люди тебя слушают и такие, типа, вот, мы не популярные, у нас не получится. Ну ладно, обрежьте. Нет, почему? Ну, это действительно такие советы, да, то есть помимо того, чтобы быть классным художником, нужно еще быть крутым организатором, да, например, хорошим менеджером, чтобы все эти письма написать, там, со словом работать, с речью работать, заявки подавать, галереи как бы отследить, понять еще, если тебя, например, 5 галерей не приняли твою заявку, то может быть просто не потому, что ты плохой, а потому что эти галереи совсем на другое как бы нацелены. И то есть нужно еще и понять, какая галерея тебе подходит. Вот. Наверное, в этом не обязательно работать в паре, но если ты работаешь в паре, да, то часть задач можно все-таки разделить, и в этом есть большое преимущество, что тебе не надо быть семируким, да, этим Кришной, а часть этих качеств можно найти в другом человеке. Ну да. То есть, правда, много сопутствующей работы, там даже тут все равно это сканирование файлов, там, не знаю, заявка, то есть, да, как бы за этим стоит, помимо всего, вот, много такой технической и творческой работы, помимо самого рисования, так сказать. Вот. А совет только, да, ну, мне кажется, идея — это самое главное, что мы озвучили. Да. Четко сформулированная, интересная, какая-то актуальная, да. Ну, еще, мне кажется, важно чувствовать, ну, у нас иногда есть такое, что мы впадаем в позицию маленькой девочки, ну, мы обе с Сашей, и мы такие, типа, о, да, как скажете, о, ну, вот столько денег, вот в этом месте, да, конечно, но очень важно, мне кажется, как-то, ну, себя как бы из этого, в это состояние не пускать и больше чувствовать себя, как бы, что это не они нас выбирают, это мы еще их выбираем, да? Сохранять самоценность, да? Ну, да, и как бы, мне кажется, для будущего нам это важно будет. То есть вот мы уже были в этой тенте, нужен Эмуш, мы уже имеем право идти вперед в еще более крутые галереи, да? Ну да, но изначально, наверное, это сложно чувствовать сразу. Но я как бы понимаю тебя, и это очень круто. Но вот у меня, как сказать, ну то есть вот сейчас, после этого опыта, мне кажется, как будто бы, знаете, мне надо все время чего-то достигнуть, после чего я могу сказать, что сейчас я как будто бы могу чувствовать себя уверенно, типа, я что-то доказала, я где-то уже выставлялась, это, типа, я уже не просто кто-то, я вот уже там висела, типа, обратите на меня внимание, но вот просто так изначально я считаю, что, ну, как бы каждый человек этого достоин, да, без всякого подтверждения, но чувствовать это на самом деле я бы, например, ну, у меня бы плохо получалось, вот, то есть, мне кажется... Мы старались, мне кажется, мы старались, и это хорошо, что мы это делали, то есть даже вот какие аутфиты мы подбирали на первую встречу с Тинтой. Это, ну, у нас всегда как-то нас тянет в сторону каких-то сарафанчиков, ну, не знаю, ну, вот мне кажется, не сарафанчиков, но в переносном смысле, да, но мы такие, типа, мы деловые женщины, и мы специально так оделись, и мы... Чтобы немножко чувствовать, да, себя в такой новой роли для себя, может быть, непривычной. Ну и перед встречей, как бы, мы, ну, мне было важно, я старалась, как бы, думать не о том, как бы им угодить, а наоборот, как бы больше у себя в мозгу строить планов, что я хочу.
Ну, то есть Держать это в фокусе. не приходить к ним и такие, типа, а как вот это думаете сделать, а скорее со своими условиями, как бы, и требованиями, ну, в каком-то смысле, да, типа, мы хотим, чтобы это было в парах, чтобы это стоило столько денег, ну, Но мы, кстати, изначально думали об этом. То есть мы когда пришли, мне кажется, они на самом деле это тоже оценили. То, что мы пришли, и у нас были уже какие-то идеи по поводу, например, что мы хотели сделать карту, мы хотели сделать эту инсталляцию, мы придумали. Мы придумали, что, по-моему, с видео мы тоже, да? Да. С видео мы придумали, просто он монтировал. Но Да. мы хотели, чтобы что-то транслировалось. Ну, короче, у нас уже были идеи, и они такие, ой, очень круто, очень классно, что вы его там... Продумали уже что-то. Да. То есть чем больше продумать, тем лучше. Я помню, я здесь в Лиссабоне была на лекции женщины, которая всю жизнь работала в очень крутой галерее здесь, ну прям топ-ночь галереи. И она вот сказала такую фразу, что вот раньше мир был устроен так, что галереи шли к художникам. Реально такое было, представляете? Ну это очень круто, конечно. Они хотели конкретных художников, они искали, да, и такие, вот мы тебя берем. Теперь все совершенно не так, и галерей меньше, чем художников, ну, конечно же, и очень много художников. И поэтому очень важно, как ты это предложение сделаешь, заявку. И эта женщина сказала, что вот сборная солянка, вот нет. У меня раньше, я делала маленькие выставки свои, да, но у меня просто была идея сделать выставку. Но это не должна быть самоцель. Вот это ужас. Когда ты приходишь, и там просто и портреты, и натюрморты, и это просто... Выставка ради выставки. Вот смотрите, у меня выставка! Сколько всего я могу, да? Чем конкретнее, мне кажется, тем больше шансов на успех, тем это качественнее может выглядеть. Да, то есть и... чем конкретнее ты думаешь, например, как будет свет устроен на выставке, что тебе важно, то есть ты должен ходить еще на выставки, наверное, или как-то видеть их, понимать, какие есть варианты, ну да, чтобы уже предложить им что-то очень конкретное, и они это прочитав, уже могли себе это визуализировать и увидеть, насколько это не похоже на все остальные выставки. Круто. Ну да. Благодарим девчонок за такое подробное, классное интервью. Спасибо. Приглашаем их на все, кто в Лиссабоне, пожалуйста, приходите на выставку. Вот, смотрите, покупайте работы, вдохновляйтесь. До 10 До 10 мая, да. И будем следить за вашими новыми начинаниями. Спасибо большое. Спасибо, Лера. Спасибо, Лер, за вопрос.